Всем привет, меня зовут Петр, ник в игре Look at Me, я капитан команды Snow. Кошка — это один из моих любимых героев, за которого я играю с марта 2015 года. Она является одним из самых сильных и агрессивных лесников в игре, способна защищать лагеря миньонов в лесу очень быстро и выигрывать ранние сражения в лесу практически у всех героев. С ней можно быть уверенным, что враги не вторгнутся в вашу часть леса в ранней игре, а наоборот, это будет делать кошка. Идеальное время для окончания игры, если в команде кошка, до 15-17 минуты. После этого другие герои, например Крул или Вокс, становятся гораздо сильнее и могут ей что-то противопоставить. Пассивной способностью кошки является существенная прибавка к скорости после атаки противника своими способностями. Если нанесете урон способностями 4 раза, получите прибавку к скорости в 2 единицы, что быстрее, чем дают сапоги при их активации. Благодаря этой способности кошка не должна идти напролом в лобовую атаку на врагов, как Крул или Ворон. Она должна прыгать на врагов, использовать первую и вторую способности, отбегать в безопасную позицию на пару секунд, чтобы избежать атак врагов и подождать восстановления способностей, чтобы потом также молниеносно и неожиданно вновь напрыгнуть на врагов. Главный козырь кошки – неожиданность и внезапность. Другой пассивной способностью является уменьшение восстановления всех способностей на 2 секунды с каждой базовой атаки. Помимо восстановления своих двух главных атакующих способностей, время восстановления ульты также снижается. Хорошие игроки на кошках знают эту особенность и активно ей пользуются. Например, когда у меня до восстановления ульты остается 20-30 секунд, а сражение может начаться ранее, я стараюсь сделать 5-10 автоатак по лесным монстрам, не убивая их способностями, именно для восстановления ульты. Таким образом, у меня есть очень продолжительное оглушение в каждом сражении. Первая способность называется «Веселье с коготками». Тут все просто. Кошка бросается к врагу и наносит ему урон. До 12 уровня качаем эту способность в последнюю очередь. На 12 уровне качаем либо ее, либо ульту на максимальный уровень. Я предпочитаю качать ульту на максимальный уровень, если противники не очень хорошо пользуются отражающими блоками, и я всегда могу попасть по кому-то из них. В ином случае качаю «Веселье с коготками» для дополнительного урона. Вторая способность называется «Кружащаяся смерть». И этой способностью кошка наносит основной урон. Она поражает всех врагов вокруг себя, поэтому ее надо стараться использовать на нескольких противников. Кроме того, при поражении противника, либо любого миньона или шахтера, кошка получает стаки, которые дают существенную прибавку к базовым атакам. Всего стаков может быть до 12, и их количество видно в левом нижнем углу. Именно поэтому кошка так эффективна против Питали в ранней игре. С каждого применения кружащейся смерти кошка получает 4 стака, 1 с самой Питали и 3 с ее питомцев. Тратится 1 стак с каждой базовой атакой. Желательно иметь какое-то количество стаков до начала сражения. Сделать это лучше всего можно, если использовать кружащуюся смерть на крипов на линии. С одной партии крипов можно получить 5 стаков, если после этого не использовать базовые атаки до начала сражения. Только будьте аккуратны и не стакайтесь на крипах, у которых мало здоровья, чтобы их случайно не убить и не вызвать раздражение вашего лейнера. Кружащуюся смерть форсируем как можно быстрее. Ульта у кошки называется валерьянка для кошки. Помимо значительного урона, она также оглушает противника на 2 и 2 секунды. Это один из самых длительных станов в игре. Но опытные противники могут блокировать валерьянку для кошки отражающими блоками. И тогда кошка не наносит урона и не оглушает никого. Поэтому использовать ульту надо как можно более неожиданно. Например, из кустов. Поговорим про предметы. Стандартным базовым предметом для кошки является ударная волна. Помимо того, что он относительно дешевый, уменьшает восстановление способностей и увеличивает кристальную силу, он также наносит урон с базовых атак после применения способностей. Поскольку кошка наносит урон с базовых атак и способностей, он усилит и то, и то. После этого покупаем защиту в зависимости от типа урона соперника. Эгиду или фонтан обновления от кристального урона, металлический жакет либо наплечник Атланта от оружейного урона. И параллельно собираем разрушенный миф для увеличения кристального урона. В поздней стадии игры можно собрать канун жатвы для восстановления энергии и вампиризма здоровья, либо осколок кристалла для увеличения урона. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, следите за нашими стримами, ссылки в описании. Всем пока!